Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня готовить ничего не буду, решил выйти с вами немного поговорить и ответить на много вопросов. Вот у меня тут лист вопросов, то, что мне все задают, но я никогда так не отвечаю в комментариях, решил все это записать и сегодня с вами выйти и поговорить немножко. Сразу скажу, что моему каналу уже будет 3 года, и у меня на канале много плейлистов и много видео на разные темы, на готовку выпечки, сладкие блюда, простые блюда, супы. Так как даже вчера вечером на меня такое вдохновление нашло, что что-то захотелось к чаю. Вот я даже такой тортик вчера испек, кремом немножко украсил. Конечно, неуклюже я украсил, потому что это не для гостей, а просто к чаю сегодня в семье. И у меня уже есть видео, как я делаю такие маленькие торты, так что посмотрите мои плейлисты, и там много идей вы можете найти. Итак, приступим к вопросам. Как меня зовут? Меня зовут Алекс по-английски, или по-русски Александр, или Саша. Я когда 30 лет назад уехал из Эстонии, я сам родом из Эстонии, я улетел в Америку и 3 года прожил в Соединенных Штатах. И так как у меня имя Александр длинное и фамилия тоже длинная, то мы все решили, что Алекс по-английски будет намного проще меня звать, и с тех пор меня все зовут Алексом. Где я живу? Живу я на юго-востоке Англии, есть графство Кент. И я практически живу, здесь расстояние измеряется в милях, не в километрах, так что я живу где-то примерно 20 миль от побережья, от Ла-Манша. Так что если хорошая погода, туда к побережью можно поехать на высоте, даже увидеть Францию. Живу я здесь уже около 18 лет, а до этого я 8 лет прожил в Лондоне. Лондон, я считаю, что хорошее место, если ты одинокий, если у тебя семьи нету, а так с семейным в Лондоне трудновато. Я пробыл уже в Англии. Я приземлился в Англию на Рождество 7 января 2000 года, и с тех пор я живу в Англии. И 8 лет я прожил в Лондоне, и я работал, зарабатывал, копил деньги, и у меня даже была возможность, я даже купил односпальную, считается, или по-русски двухкомнатную квартиру маленькую в Лондоне. Но эту квартиру мы уже продали, и у нас свой дом здесь, где я живу в настоящее время. Моя семья состоит из 4 человек. Я, моя половина и 2 детей. Старший сын ходит в колледж, а младший ходит престижный Grammar School для мальчиков. И чтобы попасть в эту школу, там надо было сдавать вступительные экзамены, и на одно место было 4 человека. И так что у меня младший сын как гордость наша, а старший немного ленивый, к сожалению. Но старший ходит в колледж. Что я не работаю. Я
инвалид. Так получилось по состоянию здоровья. Мне дали раннюю пенсию по состоянию здоровья и инвалидность. К сожалению, что мне практически я работать не могу. Что когда я готовлю, остается за кадром то, что вы не видите, когда мне во время готовки иногда мне плохо становится, вы только во время готовки видите мои руки, что у меня всегда стул, я сразу могу сесть и немножко посидеть и отдохнуть, и продолжать что-то готовить. Это остается за кадром, то, что вы не видите, и моя семья мне всегда помогает. До этого в Эстонии я был квалифицированным медбратом, и год перед тем, как я уехал из Эстонии, я был старшим медбратом в реанимации в Таллине. А так как Запад не признавал дипломов в то время, и я поленился пересдавать экзамены здесь, то моя первая работа в Англии была работа в ресторане. Это ресторан и столовая, работала 24 часа, обслуживала королевскую почту. И в том ресторане я работал. Первые 2 месяца, я помню, я проработал там, делал всякие сэндвичи, бутерброды для продажи, а потом меня там научили меня готовить на месте, и я тогда помогал повару. Это была моя работа. И там я проработал примерно 2 года, и после этого я ушел на железную дорогу и проработал на скоростных поездах, которые курсируют по восточному побережью с Лондона до Шотландии. Так что я практически каждый второй день ездил в Эдинбург, в Шотландию, иногда даже чуть дальше. И в Глазго ездил. Ту работу я проделал примерно 20 лет, и работа была на поезде как проводник или как официант. Так что практически работа была как стюардессы или стюарды на самолете, такая же работа у меня только была на поезде. Я любил эту работу, заработки были хорошие, и компания была тоже хорошая. Так, кто делает мне покупки? Дело в том, что, как я вам сказал, что я инвалид, я практически из дома не выхожу, но закупки продуктов, так как я дома, все остальные, кто в школу, кто работают, я все делаю заказ по интернету. Здесь сеть магазинов есть, и я придерживаюсь один магазин, откуда я все продукты заказываю по интернету. Это магазин сеть Sainsbury's, или иногда я делаю от Waitrose, но в основном Sainsbury's. И у меня сделано так, что каждую пятницу утром мне привозят все мои покупки на неделю. Если, конечно, что-то надо в течение недели, что я не смотрел или забыл, или еще что-то, то всегда моя половина может сказать в магазин и докупить что-то. Но в основном все это делается раз в неделю по пятницам. Почему я говорю на русском на своем канале? У меня русские корни. У меня родители русские, но они переехали в Эстонию в начале 60-х, и тогда я уже родился в Эстонии. И практически мы жили в сельской местности, и у меня получилось так, что домашний язык был русский, а у меня эстонский менталитет получился. И практически одно время, перед тем, как уже уезжать из Эстонии, когда был старшим медбратом, я говорил на эстонском без всякого акцента, а у меня был большой акцент на русском. На русском я говорю, потому что у меня домашний язык был русский, и
У меня мама живет в Эстонии с моей племянницей. Я когда звоню, то я разговариваю с своей мамой на русском, а со своей племянницей уже на эстонском, потому что там эстонская семья. И когда я решил открыть канал, чтобы совсем не забыть свой родной язык, я решил делать видео все на русском. Конечно, я знаю, что я говорю с ошибками, но дело в том, что у меня большой плюс, что я могу говорить, потому что помимо русского я разговариваю на эстонском и на английском, потому что у нас английская семья здесь. И помимо этого немножко польский, чешский языки, так как я, когда в Америке жил, то в основном я жил в апартаментах или в квартирах, или в домах, где основная часть были молодежь с Чехии или с Польши. И когда я открыл этот канал, то решил это быть на русском, и так я и делаю, так я и разговариваю. Откуда я? Я из Эстонии. Я не профессиональный повар. Я сказал, что я работал на кухне при ресторане 2 года. Там я как меня там учили. И практически иногда что я готовлю, то иногда я еще учусь, как делаю. Почему я не показываю свою семью в видео на YouTube? Потому что это лично мой канал, и так как я инвалид, мне надо чем-то заниматься дома, иначе я совсем с ума сойду. Это мой личный канал. Я предлагал пару раз моим парням выйти на канал, тоже чтобы вместе сделали, как отец с сыном, но молодежь такая, что они не хотят показывать свое лицо на YouTube. Но в то же время у них есть свои аккаунты на ТикТоке и на YouTube, и что-то они снимают. Но это их личное дело, я туда не влезаю, и я уважаю свою семью и никого так не наталкиваю, что да, вы должны прийти быть на видео. Откуда я беру идеи для готовки еды? Идеи приходят, потому что я слежу за многими блогерами на YouTube, и помимо этого у меня есть свои любимые передачи по телевизору, которые я смотрю, и оттуда получаю идеи. Мои любимые передачи на телевизоре «Мастер-шеф Австралия» или одна из моих самых любимых передач. Потом австралийская передача «My Kitchen Rules» Австралия или «My Kitchen Rules» с Новой Зеландии. И помимо этого из блогеров, кого я очень в основном слежу, это Food Ranger, Chopsticks Travel и Mark Wing. Их я смотрю. И помимо этого, конечно, я смотрю каналы, то, что с Восточной Европы на русском языке. Тут специфические 2 вопроса у меня было. Почему я не добавляю горох в салаты? Потому что некоторые говорят, что это не салат или что такое. Дело в том, что мы дома, мы можем импровизировать что-то. И я пытался найти такой же горох, как в Савдеповское время был горох глобус, который я очень любил, везде я все добавлял. А с тех пор, как я сюда приехал, я не могу найти такой горох с тем же вкусом. И я пытался добавлять горох в салаты, но мне не нравилось. В то же время, как здесь моя семья чисто английская, но мультирелигиозная, я христианин, моя половина мусульмане.
Так что здесь в доме я практически мы не кушаем свинину. Когда моя половина работает в Лондоне, приезжает домой очень поздно, тогда, конечно, моя половина дома ничего не кушает, а я в то время тогда что-то делаю из свинины. Я и мои сыновья кушают это блюдо. Иногда, когда очень так мне приспичит свинину, тогда я уже своей половине делаю одно мясо, а себе уже другое мясо делаю. Так что такое тоже бывает у нас. Также был специфический вопрос, почему я добавляю сливки в картофельное пюре. Потому что я вырос в сельской местности, и у меня мама всегда делала картофельное пюре на сливках. Когда я уже в Англию приехал, для меня была что-то новость, что удивление, когда я узнал, что в основном картофельное пюре делают на горячем молоке. Я делаю на горячем молоке, а так как у меня еще домашние воспоминания остались, и как у меня мама делала, таким же образом я всегда и делаю. Я надеюсь, что я теперь ответил на все вопросы, то, что там были. Да, единственное скажу, что да, я получаю некоторые оскорбительные комментарии, и я не связываюсь, я не отвечаю на эти комментарии, а сразу просто блокирую этих людей. И у меня настройка YouTube сделана так, что перед тем, как если вы напишите комментарий сразу автоматически никто увидеть не будет, пока я сам не увижу. Если комментарий нормальный, то комментарий я опубликовываю, а если нет, то сразу человек блокируется. И также в комментариях были некоторые матерные слова и все такое. Эти слова, которые там оскорбительные, все отдельно у меня подписаны на YouTube, которые YouTube сам тогда сортирует комментарии, и автоматически эти комментарии, я даже их не вижу. У меня так сделано. Единственное, что, конечно, мне, когда стал получать оскорбительные, обидные комментарии, мне тогда моя семья меня поддержала, они сказали, что ты пошел в мир, что тебя все могут видеть, и ты должен был себе приготовить, что есть такие идиоты, которые будут такое делать, потому что, честно говоря, с этими комментариями, когда я показываю свою кухню, вы практически в гостях у меня дома, и я не думаю, что кому-то понравится, что если к вам кто-то в гости придет и начнет вас оскорблять. Но так, к сожалению, таких идиотов полно на интернете. Еще раз повторяюсь, у меня много видео на интернете, посмотрите, на канале посмотрите, может быть, я вам подкину какие-то идеи. И так как я даже вчера сделал этот маленький тортик, я видео не снимал, но если я вам подкинул идею, посмотрите, пройдите в мои плейлисты, и там увидите много видео. Торты у меня под рубрикой «Выпечка». Я надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы. Если у вас еще вопросы возникают, то пишите, я с удовольствием опять эти вопросы напишу на листок, и время от времени буду выходить так с такими видео, отвечая на все ваши вопросы. Перед тем, как я с вами прощаюсь, я хочу всех поблагодарить за то, что вы заходите на мой канал, за то, что вы смотрите, делитесь, ставите лайки или ставите дизлайки. Все равно вы всем этим помогаете продвижению моего канала. И я вам очень признателен за все это. И я очень признателен, что все время вы со мною смотрите мои видео, делитесь, иногда присылаете очень приятные сообщения в комментариях. На этой
На дружеской ноте хотелось бы прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. И до скорой встречи. Пока-пока.